Всем огромнейший привет! Сегодня мы с вами беремся за сборку ранункулюс. Для своего ранункулюса я использовала фоамиран 2-мм, салатовый и желтый, и белый изолон, тоже 2-мм. Если у вас есть что-то одно, фоамиран, можете делать из фоамирана или полностью из изолона. У меня то, что было в наличии, то из того, как говорится, и дело. У нас будет 8 размеров лепестков. Сейчас я вам назову размер, длину и ширину, а также их количество. Итак, самые маленькие лепесточки, они будут салатового цвета. Цвет вы выбираете сами. То есть то, что у меня сочетание салатового, желтого и белого, это не правило какое-то или что-то там такое. Может, у вас вообще будет красный ранункулюс, и вам салатовый не потребуется. Но хочу сказать, что на весь ранункулюс у нас уходит около 6 квадратных метров материала. Итак, самые маленькие лепесточки, их нам потребуется 6 штук. По длине этот шаблончик у меня 8 сантиметров. И ширина в самом широком месте 9. Вот такую форму имеет шаблончик. Я его ввела и вырезала таких вот 6 штук. Готово. Вырезали, отложили. Следующие 6 штук это лепестки второго размера. Длина у них будет 10. И ширина в самом широком месте 12. Их также нам потребуется 6 штук. Они будут салатовыми. Вырезали и сложили. Я поверх всех вырезанных лепестков обязательно сверху кладу шаблон, чтобы не забыть, что это я вырезала. Далее лепестки номер 3. Давайте сначала скажу вам их размер. Высота у нас 19, 18,5 даже можно взять. И ширина в самом широком месте 17,5. Лепестки третьего размера у нас будут в третьем и четвертом ряде. То есть 6 штук салатовых нам потребуется и 6 штук желтых. Если вы будете делать ранункулюс одного цвета, то я вам советую сначала вырезать самые крупные лепестки, а потом уже из остатковых обрезков маленькие, потому что остатковых обрезков будет достаточно много. Последние лепестки очень большие. Поэтому вот те кусочки как раз останутся, и вам их хватит на первый и второй размер. Режьте, чем вам удобно. Мне ножницами. Я, кстати, себе намотала кусочек изолона. Теперь у меня здесь мозоль не образуется. Такой маленький лайфхак. Итак, здесь у нас 12 лепестков, 6 одного цвета и 6 другого. Они все третьего размера. Четвертый размер это опять-таки 2 ряда по 8 штук. 8 желтых, 8 белых. На 2 ряда, но размеры они будут одинакового. Длина 22 и ширина 21. Все остальные лепесточки у нас будут белыми. Пятый размер это 16 штук, на 2 ряда по 8 штук на каждый. Высота 28 и ширина 24. Шестой ряд. Опять-таки это 16 лепестков по 8 на каждый ряд. Длина 29,5 и ширина 31,5. Вот такую форму имеет лепесточек, то есть вы видите, что он достаточно широкий в верхней части. Седьмой это 16 лепестков по 8 на каждый ряд. Длина 33, ширина 34,5. И последние лепестки, их потребуется 6 штук. Это один ряд будет, самые большие лепесточки. 36 длина и 36 ширина. То есть лепесток можно вырезать из квадрата. Можно вообще не вырезать под него шаблон и сразу вот так вот незамысловато обрезать уголочки просто в квадрате из изолона и получить лепестки. Итого у нас получилась вот такая кипа лепесточков. И теперь мы будем их тонировать. Тонировать лепестки я буду пигментами. Смотрите, если у вас весь ранункулюс будет из изолона, то берите пигменты на спиртовой основе.
У меня часть из фоамирана, поэтому здесь не принципиально, чем вы будете ее тонировать. Можно даже пастелью, сухой, масляной, чем вам удобно. Нам потребуется салатовый цвет и желтый. Так, что во что тонируем? Первый ряд маленький салатовый оставляем. Второй ряд маленький салатовый оставляем. Так, третий размер салатовый мы оставляем салатовыми, такими, как он есть. А вот третий размер желтый мы будем тонировать снизу в салатовый. Чтобы был плавный переход по цвету, собственно, можно этого и не делать. Это не какое-то там невероятное правило или что-то. Просто мне так нравится. Поролоновая губка, у меня она уже повидала многое в жизни. Снизу вверх. Даже можно чуть больше зеленого взять, потому что салатовый плохо виден на этом желтом. И вот таким вот образом с двух сторон. Можете сразу просушивать феном строительным, чтобы краска не оставалась. Так, смотрите, теперь четвертый ряд. Мы откладываем желтые лепестки и берем белый. Вот белый нам нужно будет тонировать в легкий желтый цвет. Ввиду того, что это уже изолон, нам придется очень хорошо его прогреть, чтобы пигмент закрепился. Хорошенько растирайте, чтобы пятен не было. И хорошенечко проходимся феном.